Если на вашем участке глинистый грунт, это не значит, что на нем невозможно выращивать красивые растения. Конечно, большинство буйноцветущих декоративных культур предпочитают питательную и рыхлую почву, но, к счастью, существует немало очаровательных и неприхотливых цветов, которые приспособились даже к такой плотной и слабо пропускающей воздух почве. Вообще глинистый грунт можно со временем превратить в хорошую плодородную землю, однако на это уйдет несколько лет. Основной метод, который уже проверен мной и многими садоводами, это постоянное мульчирование органикой. Я использую ботву растений, тонкие ветки, щепу, кору и особенно опавшую листву. Под толстым слоем органики всегда заводятся дождевые черви, которые насыщают землю ценным питательным гумусом. К тому же эти почвенные обитатели отлично рыхлят грунт и делают его более влого- и воздухопроницаемым, что очень важно для развития корневой системы растений. Да какие цветы можно выращивать даже на глинистой почве? Скажу сразу, список велик. И я буду благодарна, если вы его дополните своими вариантами неприхотливых растений. Отдельное спасибо всем за ваши советы, лайки и комментарии. Не забывайте также подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. На плотной глинистой почве можно выращивать садовую герань. Среди этого зимостойкого многолетника есть кустовые и почвопокровные разновидности. Садовая герань отличается красивым и длительным цветением, выносливостью к скудным и глинистым почвам, морозам, яркому солнцу и притененным участкам. У многих сортов эффектно выглядит даже листва, которая к осени приобретает разные багряно-оранжевые краски. Цветы бывают белыми, розовыми, голубыми, сине-фиолетовыми и даже пурпурными. Особо красивые махрово-цветущие сорта. Также не стоит путать многолетнюю герань с теплолюбивой пеларгонией, которую мы в основном выращиваем в домашних условиях. Это разные культуры. Садовая герань не только выносливое растение, отлично зимующее в садах средней полосы, она еще и декоративно выглядит практически весь сезон. Таким же неприхотливым и красиво цветущим многолетником, который можно выращивать даже на глинистой почве, является лилейник. У этого растения есть множество самых ярких и эффектных сортов с крупными и всевозможными по окраске цветами. Лилейник не зря еще называют лилией для ленивых. Эти цветы не потребуют от вас никакого особого ухода. Зато это растение будет радовать вас своей декоративной удлиненной листвой и красивым цветением, которое длится с мая по август, в зависимости от вида и сорта. Есть раннецветущие, средне- и позднецветущие растения. Лилейники можно смело высаживать на самые солнечные участки, так как они хорошо выносят жару и временную засуху. Украсить цветник на глинистой почве могут садовые астры и гвоздики. Эти цветы довольно неприхотливы к условиям произрастания и особого ухода к себе не требуют. К ним в компанию можно высадить стойкий невяник и декоративный тысячелистник. Эти растения будут мириться даже со скудной почвой и временной засухой. Они отлично приживутся на солнечных участках и даже в полутени. Совершенно неприхотливый многолетник для солнечных мест, которому все равно на какой, лишь бы не на болотистой и не на кислой почве расти, это очиток. Среди этой культуры есть разные виды – высокорослый, средний и почвопокровный. Очитки можно смело назвать растениями для малоуходного сада. Единственное, что не стоит их высаживать, это в тенистых местах. Для сухих солнечных мест, а также участков с плотной глинистой почвой подойдут такие красивые и неприхотливые растения, как юка ничатая и перовские. Юка – это вечно зеленый многолетник, который уходит зимовать вместе с листвой. Летом кусты выпускают высокие цветоносы с крупными ароматными цветами сливочного цвета. Кроме того, есть невероятно красивые сорта с многоцветной окраской листьев. В моей климатической зоне 5Б юка зимует без укрытия. Это одно из немногих растений, за которыми я вообще не ухаживаю. Юка отлично растет сама по себе. Единственное, что я обрезаю отцветшие цветоносы и на зиму связываю в пучок ее листья, чтобы куст не разваливался под тяжестью снега. Перовские – это также неприхотливое и засухоустойчивое растение. Второе ее название – русский шалфей. Из ее кустов получается красивый ажурный фон голубовато-лилового цвета. Высаживать этот многолетник необходимо на светлых, открытых солнцу участках. Таким же неприхотливым и засухоустойчивым является синий головник. Этому многолетнику вообще все равно, в какой почве расти. Главное, чтобы она не была чересчур влажной и кислой.
Синеголовник отлично сочетается со многими цветами и ухода не требует. Единственное, что в питательной земле он может активно разрастаться и со временем стеснять рядом растущие, более культурные растения. К глинистым и влажным местам легко приспособится очаровательная манжетка и почвопокровник с яркой декоративной листвой хаутюния. Невысокими пышными кустиками манжетки можно украсить край дорожек и подбить цветочные клумбы. У этого многолетника красиво выглядит его кружевная листва. Цветет манжетка желтыми соцветиями с мая по июнь. Хаутюния хорошо разрастается, покрывая почву яркой декоративной листвой. В южных странах этот почвопокровник даже считается агрессивным, но в более холодных садах такого бурного и неудержимого роста не наблюдается. По крайней мере, я уже много лет его выращиваю и ничего плохого про это растение сказать не могу. Однако в более северных садах с суровыми зимами этот пестрый многолетник не приживется. О хаутюнии я уже выпускала отдельный ролик, посмотреть его можно, перейдя по ссылке, которая сейчас появится в верхнем правом углу этого видео. В притененных местах сада можно высадить бадан сердцелистный и очаровательную медуницу. Эти многолетники не только приспособлены расти на тяжелой глинистой почве, но еще и красиво цветут даже в небольшом притенении. В тенистом саду отлично приживутся декоративно-лиственные кочедыжники и папоротники. Эти растения красиво выглядят за счет своей удлиненной, перистой листвы и в уходе практически не нуждаются. Единственное, что необходимо следить за некоторыми видами папоротников, которые могут активно разрастаться. К таким, например, относится страусник обыкновенный. В притененных местах и даже на глинистой почве станут расти хосты и гейхеры. Эти неприхотливые многолетники в первую очередь ценятся красивым видом своей яркой листвы. Хотя среди хост и гейхер есть сорта, которые также симпатично цветут. В компанию к теневыносливым культурам можно высадить кусты раджерсии. Этот травянистый многолетник выглядит весьма экзотично, хотя он легко выносит морозы до минус 25 градусов и встречается во многих садах. Среди этого растения есть несколько эффектных видов. Очень декоративно своей крупной листвой и ароматными соцветиями раджерсия перистая и каштанолистная. Эти многолетники способны расти и красиво цвести даже в самых тенистых местах, например, под густым пологом деревьев. Но они требовательны к влажности грунта. Засуху раджерсия не выносит. К растениям, которые способны расти на глинистой почве, я бы еще отнесла и крупнолистные гортензии. Однако эта красиво цветущая культура нуждается в питательном, подкисленном и более рыхлом субстрате. Поэтому при посадке я обязательно добавляю кислый торф, песок и верхний слой земли, взятый под хвойными деревьями. Кусты гортензии также необходимо мульчировать. Для этой цели я использую хвойный опад. У меня на канале есть плейлист об этом растении, ссылка на который сейчас находится в правом верхнем углу видео. Тенистые уголки сада отлично украсят волжанка и астильба. В зависимости от сорта можно подобрать разные растения по высоте и окраске соцветий. Эти многолетники не потребуют от вас сил и времени на уход, зато их пышное цветение украсит любую притененную территорию. Кстати, ажурная листва этих растений может быть не только зеленой, но и пурпурной окраски. На глинистой почве станут расти и красиво цвести неприхотливые рудбекии и эхиноцеи. К этому списку малоуходных цветов также относятся кореопсис и гелиопсис. С помощью таких ярких цветов можно создать в цветнике светлые солнечные пятна. Такими же непритязательными в уходе и красиво цветущими являются маргаритки и амсония. На солнечных участках можно высадить очаровательную высокорослую канну с красивой крупной листвой и кустовую лапчатку. Последняя цветет с середины июня до октября с симпатичными цветками белой, желтой, розовой или красной окраски. Из ярких цветов на глинистой почве станут отлично расти флокс метельчатый и наперстянка. Эти растения будут красиво смотреться в любом цветнике, а также послужат эффектным фоном для многих более низкорослых культур. Очень советую посадить в своем саду душистую монарду. Этот многолетник не только красиво цветет, причем долго. Его также можно использовать для ароматных чайных смесей. Чай с лепестками монарды имеет особенный вкус. Из малоуходных и выносливых растений для самых неудачных мест с глинистой почвой можно высадить баптизию и вернонию.
Эти совершенно неприхотливые высокорослые многолетники станут отлично расти и обильно цвести на открытых солнцу участках. Их пышные кустики с яркими соцветиями создадут красивые, живописные пятна в вашем саду и станут удачным фоном для многих растений. Ну и в заключение этого длинного списка я бы еще добавила травянистый пион. Это растение хорошо приспосабливается даже к глинистой почве. Единственное, что для пышного цветения кусты все-таки потребуется подкармливать органикой. В посадочную яму лучше добавить нейтральный торф и хорошо перепревший компост. Пионы отличаются своей высокой декоративностью и неприхотливостью. В зависимости от сорта можно подобрать разные растения по окраске цветов, высоте куста и срокам цветения. Надеюсь, что мой список вы дополните своими растениями и подскажете, какие еще цветы можно выращивать на глинистой почве. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И до новых встреч на нашем канале.